Друзья, всем привет! Мы вас всех приветствуем в нашем новом выпуске. Это финал истории с многодетной семьей. Прямо сейчас мы отправляемся к ним, сидя в машине полной мебели. Сегодня мы полностью преобразим их детскую комнату. В прошлом выпуске мы закончили делать косметический ремонт. Было много трудностей, много разных моментов, которые нам приходилось преодолевать, но мы все это сделали. И сейчас нам осталось только отправить детей погулять на улице, и в это время мы начинаем полностью доделывать все моменты в комнате. Туда едет еще один специалист, чтобы устроить, наверное, один из самых таких красивых подарков, можно так сказать, которые преобразят еще больше их комнату, и потом мы обставим ее полностью мебелью. Будет невероятно круто. И уже в конце выпуска, когда у нас все будет готово, мы позовем детей, и они увидят все то, что у нас получилось. Выпуск будет очень интересным, эмоциональным, что самое главное, мы хотим, чтобы вы при просмотре получали много положительных эмоций. Мы вам всем желаем приятного просмотра. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на все наши социальные сети. И прямо сейчас мы начинаем. Ответственный день, прям я очень переживаю, много всего надо успеть, еще то, что делали дверь, поздно, ребята, наверное, в 11:30 только они закончили. Вот, Николай всю ночь заделывал дверь, там выравнивал. Вот так вот это все выглядит с этой стороны. Здесь еще будут ставиться доборы. Ну, заходишь, уже все по-другому. Заходите, смотрите тогда по высоте, как нам тут чего придумывать. А, Николай, вы даже обоину уже наклеили? Ничего себе, вы шустрый. Ну и все, и наличниками сейчас это тоже мы сделаем, обрамим. Друзья, а для новых зрителей нашего канала нам хотелось бы рассказать обо всей истории, которая у нас приключилась с многодетной семьей Елены. Мы с ними познакомились через одного нашего общего знакомого, который тоже занимается помощью людям. Мы увидели видео, в котором они привезли детям подарки к Новому году, и дети были невероятно благодарны и рады тому, что вот, в общем, им уделили какое-то внимание. После этого мы решили приехать познакомиться с этой семьей. Мы когда приехали, увидели, что детей много, они живут на совсем на небольшой площади, и у них на тот момент даже не хватало элементарно спальных мест. Увидев состояние дома, и косметическое состояние дома, приняли для себя решение, что мы сделаем, насколько это возможно, насколько это в наших силах, и физически, и финансово, ремонт в их детской комнате. И мы приняли решение, что в следующий раз, когда мы приедем, мы вам эту комнату преобразим. Как вам такая идея наша? Мы согласились. Круто? Да. В тот момент казалось, что это будет все легко и просто, но на самом деле все оказалось куда сложнее. Собственно, это и был главный сюрприз. Сейчас девчонкам натянут в комнате, сделают натяжные потолки. Я думаю, они вообще обалдеют от этого. Они уже хвастаются всем, в WhatsApp, там уже и подружек пригласили, они уже были здесь до вас, они уже всем уже показала. Им уже, грубо говоря, вот это состояние уже нравится. Да, Мария даже взяла матрас. Просто вынесла в комнату и там легла. И там спала, и Кирилл вместе с ним. Воодушевлены, да? Эмоции такие просто, их словами не объяснишь, надо видеть, это, когда ребенок радуется, это прям, Я видел, лампа стоит, они какое-то видео, наверное, уже снимали. Она уже снимала, она делала уже. Она уже просила маму, подружек ночевать, там уже все там. В комнате. А сейчас кто-то из детей есть дома? Только Кирилл и Александр. Кирилл и Саша, девочки все в школе. Да, но они она к вечеру только придут. ушла. Тогда у нас полный карт-бланш, можно так сказать. Вот, начинаем наши все эти масштабные, можно, не повысить это слово, преображения. Круто. Вам еще раз приятного просмотра.
мы начинаем разгружаться, все выставим на улицу, Илью нужно отпустить. Илья, конечно, тоже нереальный красавчик, согласился нам помочь, привезти. Просто, чтобы вы понимали, мы вчера весь день по Новосибирску проездили. Сюда ехать от Новосибирска тоже не ближний свет. И у нас бы все вместе за 2 дня, плюс вот эта дорога вышла бы, наверное, в районе 8 тысяч вся вот эта доставка, там, газели и тому подобное. Илья нам абсолютно бесплатно вызвался помочь. Грех не сделать хорошему человеку рекламу. Вот его номер телефона. Грузоперевозки, там, металл какой-то, дерево. Вот 6 метров в кузов, что угодно сюда можно ложить. По Новосибирску область, кому надо, запишите телефончик, обращайтесь. Илья, еще раз огромное-огромное спасибо. Тебя тут хвалю, что вызвался нам помочь. Спасибо еще раз большое. Входил, помогал, грузил, все это делал. Спасибо тебе большое. Ладно. Вот тебе еще на работу ехать, у него еще сегодня заявка, поэтому быстренько разгрузиться и отпустить Илью. Так, вышли, сказали, по потолкам все плохо, идем смотреть, обсуждать. Начали все с того, что подумали, коль мы будем делать ремонт в детской комнате, не очень хорошо, когда дети находятся в одной комнате, она крутая, красивая, делают буквально шаг, выходят там в зал, коридор, кухня, а там все некрасиво, не эстетично, темно, света никакого нету. За что мы не брались, везде были какие-то для нас, можно сказать, сложности. Поняли, что проводка находится в абсолютно ужасном состоянии, она небезопасна, дом в любой момент мог там загореться, не дай бог, что там у них. Во-первых, проводка сама искрила, там под щитком вообще непонятно, как это все было там скручено. Были где-то удлинители воткнуты, в одном удлинителе там по 5 устройств подключено. В общем, максимально это небезопасно. И приняли тоже решение, что нужно это все менять. Благодаря там Юрию Юрьевичу и его компании удалось заменить абсолютно всю проводку, кроме детской комнаты. Детскую комнату мы решили, когда к ней приступим, как раз раскидаем всю эту электрику. Как вообще пришла идея, чтобы родители там отправить в другую комнату, а вам троим взять большую комнату? Я не знаю, просто подумала, что у них комната Это ты больше. придумала? Да. У них тем более окон меньше, а у нас их прям очень много. Поставить мебель что к стенке. То, что из-за того, что много окон, трудно расположить кровати, да, вот это все дело. У нас только 2 окошка. Ты уже называешь уже у нас, да? Если вы переехали в зал, все, уже у нас. Ну так и есть на самом деле. Нам, кстати, сказали, что вы уже сегодня, даже там не было кроватей, а вы там спали. Кто там спал? Я там спала. Ты спала? Да. На матрасе. Ты вытащила матрас и решила лечь? А чё? Ну просто вся комната забита, как-то неохота было вместе со всеми прям. Там просторно, что, да? Да. Друзья, сейчас, я думаю, многие заметили, что, к сожалению, все очень сильно дорожает. Строительные материалы, товары для дома, мебель, бытовая техника и многое другое. И я уже неоднократно вам рассказывал о такой классной площадке, как Lisale, с помощью которой можно легко сэкономить на покупке вещей для обустройства дома с действительно большими скидками. Лист – это распродажа выставочных образцов и уцененных товаров от крупных производителей и ритейлеров. Кухня, бытовая техника, мебель, сантехника и многое другое для ремонта и обустройства вашей квартиры со скидками до 80%. В интернет-магазине можно найти как новую продукцию без дефектов, так и товары с незначительными дефектами, которые никак не влияют на ее функционал, а зачастую даже и незаметны. В карточке каждого товара указана причина уценки, влияние на ее работу и внешний вид. Ассортимент товара постоянно обновляется. Например, сейчас у ребят появились готовые кухонные гарнитуры Mia от экспертов российской мебельной фабрики Мария. Линейка кухонь Mia сочетает в себе качество и функциональность бренда Мария и доступную стоимость. Все ее детали продуманы до мелочей. Она отлично впишется как в большую квартиру, так и в крошечную студию. Приобрести брендовую кухню со скидкой до 50% очень просто. Заходите на лист, выбираете понравившуюся вам кухню по размеру и дизайну, и ребята быстро ее изготавливают и привозят вам. Например, мне понравился кухонный гарнитур Energy в сером цвете. Она функциональна и выглядит современно. И этот гарнитур отлично подойдет для небольшой кухни или студии. И, конечно, неоспоримый плюс этого кухонного гарнитура от бренда Мария – это, конечно, скидка в 47%. А еще у
ребят, есть приятный бонус. Это бесплатная доставка и сборка. А по промокоду Медов вы получите 250 бонусных баллов на первую покупку при регистрации. Ссылку на лист сейл я оставлю в описании к этому выпуску. Ох ты ж, это уровень? Это то есть настолько сильно потолок опущен? Типа если мы делаем оттуда, то это вот так вот сюда уйдет. Да, что обалдеть, то есть это даже ниже еще, чем вот это. А если мы сделаем по кабель-каналу? Ну, придется делать. Давайте по кабель-каналу, просто иначе у нас тут совсем уже будет. Сюда смотришь, оптическая иллюзия на дверь с кабель-каналом, с крышей. Давайте тогда, да, по кабель-каналу делаем, как он лежит. Плюс-минус, по крайней мере, это будет, ну, хоть что-то. Если дверь посмотреть, ну вот, да, ровно, да, она идет. Это тоже ровно, и настолько сильно у нас идет перекос дома. Просто у нас тут будет двухъярусная кровать, и если мы сделаем даже посюдово, то у них там совсем не останется пространства, да, над головой, прям совсем чуть-чуть будет. Да. Это как мы были в Галилео, вставь вставку, да, где в одном конце комнаты ты типа маленький, а в другом конце комнаты ты большой. Здесь то же самое. Насколько потолок опустится тогда, если мы делаем по кабель-каналу минимально? Ну, буду делать максимально вверх, сантиметров 6-7. Типа вот это, да? По одной линии. Да. По освещению 8 штук взяли, плюс пульта, да, управления? Да, решили посмотреть, что там наделали у нас парни вчера. Ну вот если посмотреть, дверь четко по уровню стоит. Вот здесь, чтобы вы понимали, ребята мне скидывали видео, мы же когда уезжали в прошлом выпуске, здесь огромные дыры были, они это все пенили, выставляли дверь, там первый раз не получилось. То, что выставили с одной стороны здесь, оно торчало вот так вот где-то. Даже видео есть, Ваня сейчас прикрепит. Прикрутили лист гипсокартона, вот мы его сделали вровень, нашли там брусочки. Здесь уже примерно практически вровень со стеной идет. Сейчас Николай, так понял, ночь будет заниматься. Он здесь зашпаклюет. Вот это он сказал, розетку открутит, поднимет ее повыше. Вот, ну здесь, в общем, прям целая тоже история была, чтобы хотя бы дверь более-менее нормально поставить. Но все идет по плану, все четко. Я вчера просто, наверное, полночи не спал, переживал. У нас вчера ночью пошел дождь. Думал, что, если представляете, если бы у нас бы здесь бы что-то намочил, ну просто я вам показываю, что все сухо, все четко. Если бы у нас бы намочило, здесь бы просто бы вот во многих местах бы это все разбухло, и мебель была бы уже непригодна. Но хорошо, вчера в начале купили пленку, в 2 слоя накрыли. И потом я еще заехал, купили мы еще пленку, еще толще, ну вот видели. Плюс Илья, когда приехал домой, еще перемотал там всякие разные углы и выдержала. Поставил. На всякий случай упаковали, хоть и сейчас небо, да, можно сказать, ничего не предвещает. Если что, мы готовы к любому исходу событий. Илья, еще раз спасибо. Да не за что. Обращайтесь, да, всегда рад. Спасибо. Помогать всегда надо. Да. Потом начали потихоньку преображать все остальные комнаты. И зал, где в тот момент там, да, жила мама, коридор и кухню. Сделали все, что было возможно в наших силах. Переклеили обои, где-то покрасили, где-то прикрутили плинтуса напольные, потолочные. Постарались максимально освежить. И даже если посмотреть фотографии, что было до и как стало выглядеть после, ну, это уже был прям огромный шаг в изменениях в их доме. Это, наверное, самый такой
такой трудный ремонт, который мы делали, да, за всю историю нашего канала, завершив то, что мы планировали, мы все равно считаем правильным, чтобы мы не полностью все делали, да, за эту семью, а чтобы мы сделаем основную какую-то, да, эстетическую часть, прибавляем, чтобы люди чувствовали хорошо, у них поднималось настроение, и чтобы они сами хотели дальше что-то у себя делать. Наша задача именно в этом. Просто немного, да, замотивировать людей, подтолкнуть их и дальше отпустить, да, чтобы они развивались, двигались сами в своем направлении. И сейчас мы переходим к самой интересной и красивой части в истории с многодетной мамой Еленой. Уже успели поставить наличники. Николай успел там подмазать обои, где нужно было. Можно сказать, косметика практически вся закончена. Сейчас мы поставим окно, чтобы могли включить пушку тепловую и нагнать температуру, ну и, соответственно, нормально натянуть потолок. Ваня, привет. Здравствуйте. Все. У нас тут пошел дождь небольшой. Вроде бы вот оно все аккуратненько стекает. Внутрь нам ничего попасть не должно. Нормально. Все, я переживал, может что-то попадет, все хорошо. Так, ладно, пока мы ездили, тут уже, наверное, все доделали, да, Михаил? Да. Офигеть. Гордину еще повесили. Выключатели. А где пультик? On-off. Полностью можно выключить. On-off, А одна сторона выключается, и Б другая. Офигеть. Насколько сильно может меняться помещение, в котором мы просто элементарно натянули потолок. Михаил, большое спасибо. Пожалуйста. Как говорится, как есть реклама, надо Версус позвонить, В общем, большое спасибо Михаилу, Роману. Вот они уже 3-й раз участвуют уже в наших проектах. Роман, всей команде огромное спасибо, друзья. Вы сами видите, насколько сильно можно, да, преображать помещение. Хоть в квартире, на даче, в загородном доме. Обращайтесь к ребятам, сделают потолки любой сложности. Там какой-то Роман, может быть, скидочку еще сделает, если обратитесь от нас. В общем, все контакты мы оставим в описании. Ребята, молодцы, круто. Все лишнее мы сейчас убираем, выносим и потихонечку заносим мебель, начинаем ее собирать. Совсем скоро, я не знаю, правда, ну как скоро, не скоро, ближе, там у нас это пройдет часа 4-5, мы поедем уже за детишками, сюда их привезем, и мы увидим их реакцию на все то, что здесь будет. Что касательно самой Елены, мы для себя поняли одно, что мы просто с ней, когда мы общаемся вне камер, Елена абсолютно другая. Мы общаемся, мы смеемся, она улыбается, мы какие-то моменты друг другу говорим. Но когда включается камера, Елена сразу, она закрывается полностью, она стесняется, она думает, что она где-то что-то может неправильно сказать, ее могут неправильно понять. Она выбрала такую стратегию, просто молчать, закрыть, да, и лучше потом с нами там за камерами поговорить. В этом плане как бы мы понимаем абсолютно каждого героя нашего канала. Что касательно ее дальнейшего развития, работы, она, получается, ходила на почту, там, к сожалению, ей не перезвонили. И сейчас она приняла какое решение, так как Кириллу в сентябре идти в школу, она ждет сентября, отправляет его в школу и уже идет полностью устраиваться на работу и работать, зарабатывать денежку. Хочешь, чтобы она снимала мое напрягающее лицо? Как я тоже тут корчусь. Еще и пригибаться приходится.
Так-то можно было бы вот так хоп, и спина не повреждается. И фиаско. Стоп. Вань, тут лампа мешает, назад. О, получилось, как будто прям под заказ его заказали. Где-то там его изготовили. Вот сюда. Еще второй такой есть. Их два Это будет. вполне за глаза будет. Вам прям на всех детей сюда. Они поделят полки, там пространство. Один шкаф может там плюс-минус для мальчиков. Знаешь, Ну, что учитывая девочки, Машу особенно и Маша, ну это все. Это Да? та вообще... Ну, разберутся. Хочет всех подружек сюда затащить, чтобы все, вот смотрите, Да, мне Да, они да. уже сегодня приходили. ночуйте и не уходите. Все Да, Маша там будет вешалка, понедельник, вторник, среда, четверг. Вот она не так и хотят, чтобы каждый день менять. Да. Ладно, уже вечереет, давайте собирать все быстрее. И поедем за девочками. Да, садитесь. Николаю вообще нет никаких вопросов. Николай стопроцентный, можно сказать, красавчик. Он всегда принимал участие во всех работах, которых мы делали. Очень часто, когда, допустим, мы заканчивали какой-то ремонт, когда мы уезжали, мы всегда уезжали под вечер, 8-10 часов вечера, он оставался и доделал еще какие-то нюансы, чтобы мы утром приехали и могли перейти к следующему этапу. Николай в этом плане очень много дополнительной работы, которая была за кадром, сделал. Очень много черновой работы делал, и в этом прям ему огромный респект. И еще сейчас у Николая в плане заказов, можно сказать, может быть, не очень хорошо. В общем, мы с ним общались, он говорил, за май у него было 5 заказов, но плюс у него там еще болел живот, в общем, совсем получилось мало денег у него заработать. И я хотел бы обратиться к местным жителям, кто находится вот в Колыване, близлежащих, может быть, совсем рядышком, да, кто находится, чтобы недалеко было добираться. Если у вас есть собственный бизнес по ремонту, не знаю, электроники, сотовой техники, да, там, телефонов и тому подобное, напишите, пожалуйста, нам на почту, либо в наши социальные сети, если у вас есть возможность. Николай отличный специалист своего дела, было бы круто, если бы, может быть, кто-то взял бы его к себе на работу. Или просто, если у вас сломалась какая-то техника, телефоны, ноутбуки, планшеты, что-либо еще, тоже напишите нам, отправим вам контакты Николая, я думаю, было бы здорово. Но я думаю, если местные, тоже много кто знает, где они живут, при желании всегда можно связаться. И в конце Николаю хотелось бы, я знаю, посмотрит это видео, ты большой молодец, я уверен, что в твоей жизни в плане профессионально все будет хорошо, ты правильно движешься, ты развиваешься, ты не сидишь на месте, ты что-то изучаешь. Я уверен, что еще пару лет и ты станешь первоклассным специалистом, к тебе будут обращаться здесь все местные жители, будет к тебе очередь. Я в тебя верю, дай бог, чтобы все у тебя было хорошо. Буквально осталось здесь пару нюансов, потом еще ее протереть, чтобы она была чистенькая, как только с магазина. Вот это она мощная. Так, еще раз. Оп. Оп. В принципе, как мы рассчитывали, то здесь даже еще есть место под выключатель, то есть, вот здесь как бы лестница. То есть здесь ты достаешь и пультик взять. И если дверь тоже открывается, то есть, здесь она даже не упирается в лестницу. И нам прям повезло, что все четко так по габаритам у нас встает. Кто подписан на наш телеграм-канал, видел, как мы это все запаковывали, как мы это все перевозили. Там у нас выходит очень много материалов разных закадровых, и в том числе, как это все у нас тоже происходило здесь, вы можете посмотреть там. Поэтому мы ссылку оставим в описании. Переходите, подписывайтесь. У вас до того, как мы что-то делали, у вас вы делали раньше ремонт, вы там что-то, мама там что-то в комнатах? Мы раньше, когда маленькие были совсем? Не совсем. Мы маме помогали, мы очень часто ремонт делали. Мы пол красили, обои клеили. А когда они снялись, куда они делись? Потом мама все сняла, хотела заново сделать и что-то не знаю. И не наклеили вы, да? Да.
А вы помните ну, вот себя, допустим, в детстве? Если, допустим, сравнить, как вы жили в детстве и как, допустим, сейчас, вы сейчас лучше живете? Ну, то есть в плане там еды, одежды, чего-то еще? Нет. Сейчас хуже? Да. Я не считаю. Раньше намного больше мы покупали продуктов. Но опять же, вы растете, вы больше кушаете, вам надо больше одежды. У нас Конечно, больше наверное, стало, сложнее. наверное. Да. И вас больше стало. Ну, я не считаю разницы, вроде все нормально. Мне нравится. Сейчас вот мы с вами познакомились. Когда у вас начали происходить изменения в доме, вы как-то себя начали по-другому в нем ощущать? Да, Ваше в квартире. Да, ваше личное внутреннее состояние изменилось как-то? Да. Ну, повеселее стало, там более легче, как-то там более приятней. Может быть, просто кто-то может подумать, что вот там поклеить обои, там покрасить стены, что это никак не повлияет на людей. А вы, видишь, а вы на себе ну, как бы прочувствовали, что как у вас раньше было, да, какое состояние дома, и как сейчас. Совсем по-другому вы себя ощущаете. Больше нравится. В квартире. Вы в квартире Мы сейчас? в 5-звездочном отеле в Москве. Хотел бы вам рассказать по поводу этой комнаты. Сейчас эта комната, раньше она была как детская, но Маша захотела с девочками переехать в, получается, зал бывший, да. Они будут жить там втроем в той комнате. Парни в будущем переедут там, где сейчас находится кухня. Как раз там более-менее подготовили ту комнату, то есть там сейчас обои, есть свет, то есть Николаю там с Еленой останется, ну, там просто убрать печку, они хотят потом коллекторное отопление делать, и там парни будут спать. Сейчас они будут спать здесь пока вместе в комнате с мамой. Девочки будут спать там. Так вот, эту комнату мы как раз им, ну, насколько смогли, подготовили. Что именно? Это сделали полностью проводку в этой комнате. Здесь поставили 2 светильника, раскидали розетки. То есть там у нас распределительная коробка, то есть это все запитано, тоже от главного счетчика, где, соответственно, тоже тогда Юрий Юрьевич все менял. В розетке по телевизор, для компьютера там Николай будет поставить свое рабочее место, будет там работать. Мы посчитали правильным, наверное, что эту комнату родители должны сделать сами. То есть не должно быть так, что мы полностью все за всех делаем, да, то есть они должны приложить сюда будет свою руку. И для этого, ну, так как все равно это затратно здесь все делать, я рассказывал в прошлом выпуске, сейчас еще покажу. Мы взяли абсолютно все необходимое, что для ремонта этой комнаты. Там есть и мешок, если надо подвыровнять стены. Здесь 3 мешка. У них стена, получается, где печка, она там тоже неровная, ее можно выровнять. Рулон обоев, рулон у них был, и сейчас они смогут полностью обклеить всю комнату. Вот, ну, в общем, здесь клей, там краска для пола, где-то я брал, где-то она тут лежит. И все необходимое, чтобы сделать тоже косметику в той комнате, у них теперь есть. Что касательно этой части, да, есть доборы. Николай их просто здесь установит. Здесь нужно будет поставить бруски, запенить. И здесь у нас есть наличники. Тоже вот они здесь есть. И красивенько это все делать будет нормально. Сделали даже больше, чем планировали. Но это все только было возможно благодаря вам. Вам за это еще раз тоже огромное спасибо. У Елены 5 прекрасных, замечательных и красивых ребятишек, у которых еще вся жизнь абсолютно впереди. Каждый из них уникален по-своему, каждый свой характер. Понятное дело, пацаны сейчас больше любят играть в компьютер. Я помню сам себя на их месте, не отлипал от компьютера, играл, ну и вроде бы вырос нормальным человеком. В предыдущих выпусках-то Саша, Кирилл, вот, они были как бы больше, проводили время с нами, наверное, потому что, может быть, еще у них тогда компьютер был сломан, то ли что-то такое, а сейчас им починили, они там вот эти, ну, неделю, что мы делали, сейчас уже последний этап ремонта, они играли в компьютер, но при этом все равно сейчас они выходят, общаются, в этом плане все у нас хорошо, контакт есть, понимание, в общем, все здорово. Про девочек тоже каждая уникальна по-своему. Маша, она, наверное, перед нами, больше всех открылась, она радуется, она улыбается каждому моменту, благодарит тоже за все. Люба и Юля, они маленько закрытые, также, ну, похожи маленько чем-то на маму. За камерами с ними хорошо общаемся, все нормально, а когда начинаем снимать, они закрываются, может быть, тоже боятся что-то лишнее сказать. И в этом плане, наверное, вам
не дают тех эмоций, да, что дают нам, может быть, при общении, и вы, может быть, их не совсем прочувствовали за это время. Но как есть, такова жизнь, и я думаю, мы в будущем все равно будем навещать Елену и ее детей, и, может быть, в будущем вы их узнаете, они раскроются перед вами по-новому. Сейчас должен приехать Рома. Где-то говорил, что подъезжает. О, привет. здорово. Ну вот так вот, если заглянуть. Как тебе? Огонь вообще. Рома вчера с Данилом вот эту дверь ставили до часу ночи, что здесь полный был перекос. Ну, в общем, мы про это вам рассказывали. И сейчас Рома приехал, чтобы как раз забрать инструменты все свои. В общем, мы тоже уже заканчиваем. Сейчас поедем за девчонками. Время уже 7 часов вечера. Не, здорово, прям такой нормальный объем работы сделали. Но если сравнить с тем, что было, по сути, это неплохо получилось. Прям. Ты же не видел, что было? Ну, на видео видел. Ну да. Сейчас, конечно, вообще как будто, в квартире. А фонарики, они что, получается... Двухсекционная. Там выключатель на 2 секции, да? Ага. Кайф. Тебе большое спасибо, что вызвался помочь. Данилу тоже. Да, Данилу тоже, всем парням, кто принимал участие. Рома вызвался помочь, и он мне сам написывал, когда мы уже приступим. Отпуск заканчивался. Да, отпуск заканчивался, вот. И у нас там тоже дела были все разные. В итоге все у нас получилось, все круто. Да. На студию смахивает. Да, единственный момент, что, только вот дом немного покосившийся. Вот, только это только может выдать. Я, если честно, даже вот такой результат не мог бы представить, когда мы с вами познакомимся, что оно реально вот так получится. Это просто словами не передать. Наша задача была, чтобы они здесь, вот сюда вот приходят после школы, у кого-то все равно проблемы, двойку получил, еще что-то, плохое настроение. Так они заходили, а сейчас они будут заходить, и они будут здесь кайфовать. Она говорила, что когда у нее была двойка, ей неохота было идти домой, что дома вот так, еще и наругает, еще и двойка. Ну, она не за то, что наругает, она больше расстроилась, то, что двойка была. Ну, а, соответственно, эмоции, они вот еще приходят. Мы поняли, как что после вашего отъезда мы сразу приступим там ремонт делать. Да, наш. Начинайте. У вас все для этого есть. Окна красить, уже краска белая. Краска белая есть. Сколько время? Время 19:15. Ладно, я думаю, можно долго еще болтать, мы еще с вами обсудим еще и при следующей встрече. Да, поехали за девочкой, то сейчас, если будет сильно поздно, мы приедем, они будут такие уже... Они и так уже пишут в WhatsApp: мама, мы домой хотим. Да, полусонные уже. До момента X осталось прям совсем немного. Кстати, вот уже Рома даже припарковался. Друзья, к вам еще такое информационное объявление. Друзья, у нас есть свой мерч с разными принтами, разные виды одежды, и футболки, и кофты, и костюмы, кепки сейчас в лето, термокружки, много-много всего есть. Перейдите, посмотрите, есть разные коллекции. Если там, может быть, сейчас вы это для себя что-то не приобретете, вы, по крайней мере, будете знать наш ассортимент, и в будущем, когда будет какой-то повод кому-то подарить, либо купить себе, вы зайдете и поможете нам и купите себе, либо близким какой-то подарок. Сами понимаете, сейчас, правда, очень все непросто, и для нас любая какая-то финансовая поддержка, приобретение мерча, нашего ежедневника тоже, который есть у нас, это все нам помогает развиваться, потому что, ребята, в общем, я думаю, вы и так все прекрасно понимаете. А сейчас отправляемся за девочками. Ну чё? Вань, ближе двигайся. Тут весь день, наверное, ждали. Я стала, что аж уснула. Уснули? Ну, реально, получилось круто. Мы очень старались. Неделю практически всем вот этим занимались для того, чтобы у вас сейчас была ваша новая комната. Сейчас у каждого отдельное спальное место. Будет место для хранения вещей. Много у вас будет мест для хранения. Вы можете много-много одежды сейчас складывать. Вот поэтому мы едем. Какие у вас ощущения? Вот что мне хочется спросить. Просто волнуюсь и все. Есть переживания? Да. Юля, тебя? А у тебя тоже? Да. А вы... Ну ладно, я уже сейчас не буду говорить, то сейчас что-нибудь обязательно проговорюсь. Но у нас план такой, мы сейчас приходим, заходим, одеваем на вас повязки,
Потом вы заходите в центр комнаты и откроете глаза. Идем, ровно, все нормально. Чувствую нашу комнату. Я вас сейчас расставлю всех. Так, все, стоим пока. Передаю вам телефон. Это ответственно. Вы его тоже переворачиваете. И вот так мы делаем. Ну давайте, на счет 3. На счет 3 снимаем повязку. 1, 2, 3. Ой. Вау. Как здесь красиво. Прикольно. Круто? Сзади посмотрите еще. Люба, Юля, это теперь ваша кровать. Шкаф выпрямлен. Офигенно здесь. Да, головой я буду часто биться. Набьешь шишки, потом кожа прыгнет, и уже не будет больно. Снизу у вас у каждой есть выдвижные ящики. Маш, у тебя есть выдвижные ящики для хранения. Девочки, у вас вот тут огромный шкаф. Откройте, посмотрите. Вы здесь столько всего у вас будет храниться. Прям с запасом все. Снизу выдвижные. Ты еще будешь каждого выдвигать? Да, интересно же. Прям у вас шкаф до потолка. Прикиньте. Офигенно. Где шапок? А где эти люстры? А люстра нету. Люб, смотри, держи пульт. Мы сделали так, чтобы у вас здесь было 2 зоны. Допустим, вот кто-то... Юля же, наверное, наверху будет спать. Чтобы, допустим, когда ты спишь, если ты хочешь спать, чтобы тебе в лицо не светил свет, допустим, и Маше, по половине можно его отключать. Нажимай на кнопочку А. У вас отключилась одна половина. Можешь нажать А, она опять включится. И Б отключится как раз здесь. И вы спокойно, вам свет в лицо не будет. Можно сразу 2 закрыть? Можно сразу 2. Но это полностью выключает. То есть, представляешь, ты лежишь снизу, лень тянуться до выключателя, нажала кнопочку, у вас все выключилось. Так что у вас еще и здесь умный дом, технологичное, современное. Пульт у меня будет? Конечно, мечтаю. Вот, ну и здесь вам для уроков стол. Вот. Мы, кстати, оценили, увидели, что Маша нарисовала картину, мы как раз на твоей кровати повесили. Нормально? Да. Нравится? Вот. И, Юль, твою тоже увидели. Мамина. А, это твоя. Тоже ты сделала. Мне кажется, они атмосферу придают, ну, Да. поуютнее становится здесь. Поэтому вы здесь дальше под себя все подстраиваете. Хотите полочки, хотите что-то там, не знаю, там стикер какой-то сюда наклеите. Это полностью ваша комната. Вы можете в этой комнате творить там все, что вы хотите. Это теперь ваша комната отдельная. Раньше вы впятером в одной комнате спали. А ее можно в шкаф засунуть, чтобы она мне не мешала? Кого? Люба. Нет, я не буду там спать. Вот так вот убрать и это. Не, можно шкаф на бок положить, и там как раз просто... Вот тебе место нашлось? Нет, я буду на кроватке. Можно я туда пойду? Да, конечно. Она мягче, она не прыгающая, там нет этих пружин. Мне нравится. Просто, я думаю, нормально тебе Да. прям. Что больше всего понравилось в комнате? Потолок. Все. Потолок? Все. Потолок, шторы. Шторы, кстати, обратил это внимание? Да, прикольно. Старались для вас, девочки. Спасибо. Рисовать, умеешь. Юля будет лежать и кисточкой по потолку водить. Там же ее половина, пусть что хочет, то и делает. Мы ваши ожидания как-то превзошли немножечко. Да. То, что вы себе как представляли, ну и как оно вот на самом деле. Почти так же, но мне очень нравится. А, и еще, что сам, помните, мы с вами в машине говорили, что там вы жили раньше в комнате с ребятишками, ну, с пацанами, и вам где-то переодеваться, ну, то есть вы их выгоняли из комнаты. У вас здесь вот мы специально как-то придумали, есть вот здесь уголок, куда вы можете спокойно зайти, и там можно переодеться. Да, можно в шкаф зайти там. Реально. Да, открыли, зашли. Точно. Зашли в Нарнию, погуляли, там вернулись, и все. Я в Нарнии. А, Всё? здесь удобно. Прячешься? Ты будешь там спать? Хорошо. Здесь удобно. Тебе подушку принести? Да, давай. Ты тут будешь-то с девчонками веселиться? Да. Да? На какой кровати будешь лежать больше всего? Может,
Ой, наверх. Ну, всегда. На верхней? Я же там буду. Ты же в шкафу сказала, в Нарнии будешь. Нет, мне в Нарнию. Кирилл, тебе тоже в шкафу? Сколько места много. Нет. Чем сейчас будете заниматься? Вещи расставить по полкам. Вам, наверное, теперь с этой комнаты и в другие уже не так интересно будет заходить. Да, я вот только в этой буду сидеть. О, давай проверяй. Юля, мне кажется, тебе надо было чуть побольше кровать, там, ну, роста ты большого. Ступеньки же. Зато головой не будешь стукаться. Свет. Все, ты спать? Да, действительно. Мы, в общем, поехали. Устали. Я думаю, вам, надеюсь, все понравилось. Да. Все супер, вы выполнили там все ваши возможные ожидания. Может быть, конечно, что-то вы хотели у нас, может быть, не получилось реализовать, но я думаю, это в любом случае лучше, чем у вас было до этого. Пару напутственных слов, что мы очень хотим, чтобы вы в этой комнате творили, радовались, получали постоянно много разных позитивных эмоций, чтобы у вас было стремление больше учиться, уже наконец-то, да, там, не где-то там в уголке, как в комнате вы раньше, у вас же здесь просторно, свободно, там у каждого свое спальное место. И мы очень хотим, чтобы вы где-то по учебе потянули, чтобы, может быть, у вас какие-то творческие навыки ваши еще станут больше, ярче, там, да, и будете вы что-то новое в себе развивать. Мы очень надеемся, что каждый день, проведенный в этой комнате, у вас будет, ну, с улыбкой, с радостью. Вас еще раз поздравляем с вашей новой комнатой. Все, давайте. Мы еще с вами увидимся через недельку. Будет еще один сюрприз. А какой будет сюрприз, вы узнаете уже в нашем следующем выпуске, друзья. Поддержите нас, подписывайтесь на наш канал, на наши все социальные сети. И еще спасибо всем большое, кто помогал нам в этом ремонте. Мы вам всем очень благодарны. Огромное спасибо всем, кто у нас есть, кто нас смотрит. Мы вас всех очень любим, обнимаем. Пока. Друзья, мы будем вам очень благодарны, если вы нас поддержите в наших текущих и будущих историях, оформив спонсорство на Boosty или по реквизитам ниже. Еще раз вам всем большое спасибо за то, что вы с нами. Пока.